Всем привет, друзья! Сегодня готовлю настоящий шедевр из баклажанов. Улетают просто как семечки. Готовится проще простого, а продуктов понадобится минимальное количество. Для этого шикарного, но очень простого блюда я беру 2 или 3 баклажана небольшого размера. Отрезаю все лишнее. И нарезаю баклажаны вот такими ломтиками. Для этого рецепта подойдут абсолютно любые баклажаны, но лучше, если вы купите такие тоненькие и длинные, удлиненные баклажанчики. Они лучше всего подходят, потому что закусочка получится тогда такой миниатюрной, очень симпатичной. Вот посмотрите, такие тоненькие ломтики у меня получились, они не слишком тонкие, толщина каждого ломтика примерно полсантиметра. Теперь я складываю баклажаны в любую емкость. И каждый слой баклажанов пересыпаю солью. Иногда некоторые хозяйки говорят, что баклажаны горчат, и как раз если вы оставите баклажаны, посыпанные солью, на некоторое время, тогда вся горечь из них уйдет. Все готово, и оставлю баклажаны буквально на 10-15 минут, а в это время беру 150 грамм сыра и натираю на крупной терочке. Сыр подходит абсолютно любой, главное, чтобы он хорошо плавился. Вот такой пушистый сыр у меня получился. Отставлю сыр в сторону. А в миску кладу 2 или 3 столовых ложки сметаны. Если вы больше любите майонез, замените сметану майонезом. К сметане добавляю пару зубчиков чеснока. Если хотите, чтобы закуска получилась более пикантной, добавьте больше чеснока. А также солю и перчу по своему вкусу. Вы можете сюда добавить также острый перец, если любите, и какие-то другие сушеные приправы, травки-муравки. Все хорошо перемешаю. Баклажаны у меня уже постояли. Теперь мне нужно просто их промыть от соли. Я заливаю их чистой водой. Вот так немного прижму их руками, чтобы каждый ломтик хорошо промылся от соли. Теперь лишнюю воду сливаю. Вот так, видите, все ломтики хорошо держатся, ни один не выпадает. Упс, ничего страшного, вернем обратно беглецов. Так, теперь все готово. Баклажанчики уже подготовлены. Я разложила ломтики баклажанов на полотенце, чтобы они не были водянистыми, и обсушу их при помощи второго полотенца. Теперь противень застилаю пергаментом, просто чтобы потом его не нужно было мыть. Смазываю растительным маслом и раскладываю ломтики баклажанов. Смазываю каждую лодочку, каждый ломтик нашим соусом сметанным или на основе майонеза, смотря какой вы вариант выбрали. Беру сыр, который мы с вами чуть раньше натерли, и посыпаю каждый ломтик сыром. Посмотрите, насколько простой и очень быстрый рецепт получается, потому что на все про все у вас уйдет не больше 10 минут. Духовку я уже заранее разогрела, температура 180-200 градусов, ориентируйтесь по вашей духовке, и отправляю баклажаны на 15, максимум 20 минут. Когда появится красивая золотистая корочка, достаю баклажаны, и они уже полностью готовы. Только посмотрите, друзья, какая красота! Вы не представляете, насколько вкусные они получаются. Я просто не могла оторваться от этой закуски, съела, наверное, сама полпротивня. И мы всей семьей подсели на эту вкуснятину. Готовила 3 раза подряд, и вам очень рекомендую. Такие баклажанчики готовятся очень просто, а улетают как семечки. Под любимый фильм или сериал уходят просто на ура. Так что обязательно приготовьте, я уверена, что этот рецепт станет вашим любимым, и ему найдется достойное место в вашей кулинарной тетрадке. Готовится быстро, и в сезон баклажанов это просто палочка-выручалочка. Такие баклажаны у меня ели даже дети, которые обычно все-таки немного привередливы в еде. Друзья, если вам понравился рецепт, напишите, пожалуйста, в комментариях «Хочу баклажаны», мне будет очень приятно. А также поделитесь, пожалуйста, в комментариях, из какого города или страны вы нас смотрите. Я рада познакомиться поближе с каждым из вас. Спасибо вам за внимание, пользуйтесь рецептом, сохраняйте в закладке и делитесь с друзьями и подружками в соцсетях. А я напомню, что меня зовут Олеся, и вы находитесь на канале «Готовим дома».
Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, потому что у меня всегда для вас есть новые, вкусные и очень интересные рецепты. Еще раз подчеркну, что рецепт очень вкусный, так что обязательно готовьте сами и делитесь с друзьями. Всем желаю прекрасного настроения, вкусных баклажанчиков, пока-пока и скоро увидимся!